Жизнь – это лишь то, чего уже никогда не будет при фашизме. Свобода, творчество, любовь, искренность, истина, трагическая красота человеческого лица. Проклятие военной формы и ее содержание. Бучанская резня – позор нашей Родины. Фашизм – смерть нашей Родины. Каждый день он пишет, что сегодня не принесли повестку, сегодня еще не арестовали. То есть он жил с этим ощущением постоянно. Он жил в очень почти полной изоляции. Друзей у него и тех, кому он мог доверять в Биробиджане, у него не было. Когда эти листовки он раскладывал, он мне прислал имейл, что сегодня ночью мне было страшно, как он ватман нарисовал, как он расклеил, что там написано «Долой Путина, долой фашизм». Но я еще сижу в своей кухне и пью чай. Посмотрим, надолго ли это. Такой протест в такой стране и не сделает окончание войны ближе. Потому что в таких режимах такие протесты не работают. В людоедской стране он просто перед свиньями развязал бисер. Путину вот от этого хуже не будет. А овсиновцы порадовались, мучая его. Он понимал, что за этим может последовать. К сожалению, это не поняла я. Все равно для меня почему-то до последнего момента оставалось это все перформансом. Долой войну в Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. И вообще свободу всем. I still feel just completely in shock and just absolutely devastated that he died alone in prison. I think the fact that he was protesting peacefully against the war on his YouTube channel is not surprising. I feel proud of him that he was doing that. Ты не можешь остановить войну. Ты не можешь вернуть этих людей, которые погибли. И ты принимаешь решение, что ты хочешь почувствовать какую-то боль и хотя бы вот на какую-то 100-ую часть прожить это. И то, что он не мог Произошла какая-то библейская история совершенно с Пашей. Паша нам показал трагедию маленького человека в очередной раз. Это очередной сюжет русской литературы. Великого маленького человека. Вот этот диссонанс, который случился, то, что его сожрала система, совершенно беспощадно, не перемалывая косточек вообще, ну вот просто. Оказалось, что этот человек был такой глыбой, которую на самом деле невозможно было сожрать. И в итоге система, получается, что и не сожрала. Потому что Паша просто оказался невероятным айсбергом, которого не было видно, не было слышно его голоса. Но
Мы сейчас все это поняли. Сценарий к фильму. Автор Павел Кушнир. «Три безумства». Пророческое безумство, творческое безумство и безумство протеста. Первое – пророческое. Безумство юродивого пророка, мессии, блаженного Божьего человека. Цвет красный, фигур вертикаль, состояние войти, чередование открытого пространства с закрытым. Помимо музыки, прозы, живописи, у Паши был период киношный. В консерваторский период сюда приезжала Грейс. В фильме участвовала она, Колосова, Йенс. Ну, сценарий был Паши. Позвонил мне в один момент и сказал, что я хочу снимать фильм. Будет он называться «6 уставших». Это 3 девушки, 3 парня. Парень, девушка, пророк, парень, девушка, отрешенный и парень, девушка, творец. Каждому творцу, пророку и отрешенному соответствуют определенные фигуры, геометрические расположения там в кадре какие-то. Грейс играла отрешенную девушку, насколько я помню. Еще один пианист немецкий, Йохан, он играл в паре пророк. И мы ездили втроем в Тамбов зимой и ходили в снеге. Вот. В белом. Yeah, it was a silent film, so I wasn't saying anything. I was just walking through the snow. But yeah, my memory, unfortunately, is quite hazy, and I've never seen the actual film. I don't know if he finished it or not. We stayed in his house, and I met his parents. But yeah, it was probably 15 years ago or more, so I don't remember that much about Tambov, except that it was very cold. Паша попросил меня, и мы как-то так решили, что я буду оператором этого фильма. И мы столкнулись с тем, что, конечно, сценарий немножечко не соответствует картинке и замыслу тому, как это можно технически воплотить в жизнь. К сожалению, мы не досняли этот фильм. Музыка пришла в мою жизнь практически с рождения. Я, можно сказать, с 2 лет уже играю на пианино. Закончил музыкальную школу в Тамбове. Потом поступил в музыкальное училище. Муниципальное обрезательное упреждение культуризма ДШИ номер 12 имени Курта Кобейна. Во сне земного бытия звучит, скрываясь в каждом шуме, таинственный и тихий звук, лишь чуткому доступный слуху. Кот мурлычет «мяу». А настоящее творчество, оно может происходить в комнате общежития в 5 часов утра в присутствии 2 бомжей и полной комнаты пьяных тел, но при этом можно гениально играть прелюдии Дебюсси на клавиатуре, политой спиртом и подожженной. И видеть проливающиеся из глаз бомжей слезы, хотя вряд ли им часто приходится слышать классическую музыку, но гениальное исполнение пробивает любую броню. He was living in a very punk rock lifestyle. You know, and playing like genius classical music. I heard him play the Schumann Fantasia in the Molly-Saal in the concert, and that was really the most beautiful thing I've ever heard. But yeah, he was always living differently, you know, and always questioning everything, and wasn't
the typical, what you consider a typical classical musician. I think there's no difference really between the greatest punk rock artists and the greatest classical musicians. Он мог говорить совершенно спокойно, на равных, да, не чувствуя ни своего превосходства, ни своего, какого-то более низкого положения. Мог бы говорить как с бомжом, так и с министром культуры. И вот так же и с музыкой. Да, нет высокого и низкого. Конечно, для него был как бог Курт Кобейн, он очень любил. Мы долгое время проводили, слушая диски, кассеты, все, что нам попадалось. И он пытался объяснить, что именно он чувствует в этот момент, слушая эту музыку. Это очень интересно и завораживающе на самом деле было. На одном из первых концертов, на которых я был, Паша выступал со значком, это была либо Нирвана, либо портрет Курта Кобейна, и он говорил, что он на каждый концерт выходит с этим значком. Артистизм в классической сфере не пошел так далеко и не является настолько смелым и настолько человечным, как артистизм в рок-музыке. Потому что истинный идеал артиста — это на самом деле рок-звезда. И не столько даже рок-звезда, как панк-рок-звезда. Говоря словами Егора Летова, минор — это лед под ногами мажора. Мне вспоминается мое 18-летие. Мы очень много пили, жгли волосы на свечке. По-моему, Паша предложил создать «Братство Волка». Там было много девочек, и был Паша. Свет был выключен, свечки зажжены. У меня были достаточно длинные волосы. И в какой-то момент я вот так наклоняюсь и слышу такой «шшш». Да. Меня быстренько потушили слегка. А потом, мне кажется, что это была Пашина идея. А давайте в знак солидарности все себе отрежем прядь волос. Свечка была вся в волосах, воняла волосами сжёными. Мы читали Бродского, у него была сломана рука. Он играл одной рукой, а мы там пытались всеми с нашими остальными доиграть концерт Рахманинова третий. Это послание следующим поколениям, которые неизвестно, видят меня или нет. Время 7 часов утра, я помню. Итак, уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне... Вы знаете, Маяковский надо... Вот в этой самой комнате, где мы сейчас записываемся, он открывал вино, вставил, значит, в пробочку карандаш и открывал его моей книжкой, которая тут оказалась. И он его раздолбил просто в хлам. Книжка называется «Дальние берега». Сборник эмигрантской лирики. Довольно редкая вещь. Узнал, что Паша это сделал. Говорю, что ж, надеюсь, вам было хорошо этим вечером. Говорит, да, был прекрасно просто. Ты сомневаешься в способностях еврея? Сломался твой антисемитизм. Этот день был днем нашего концерта, где мы играли музыку Шумана. И позже как-то так получилось, Антон Веселовский пригласил на свою квартиру, потому что он там часто собирал разных творческих людей. Пили белое вино, и после часа меньше общения Паша предлагает пройти по карнизу. То есть у меня комната в коммуналке, 5-й этаж. И изначальная инициатива это была Колосовой. Паша берет, раздирает на себе черную концертную рубашку, пуговицы летят в разные стороны, и он говорит: «Лезь, сука!» То есть, чтобы я лез на карниз. Они выходили из этого окна и садились где-то на уступочке. Очень высоко.
получали таким образом адреналин. Я за голову хваталась, думаю, зачем вы это делаете? Чего вам в этой жизни не хватает? Я думаю, что по некому карнизу, по такому Паша всегда ходил. То есть это трагическое такой ореол проживания жизни как произведение искусства, ну да, как у больших художников. Так это ж скучнее. Его мироощущение, оно, в принципе, вот направлено постоянно, да, к соединению жизни и смерти в одно. Это просто живет внутри. Это как часть личности, как вот действительно какое-то мироощущение такое. Соединение жизни и смерти, и они где-то все время рядом. У него много в жизни было, насколько я понимаю, рискованных поступков, которые могли закончиться трагически. Вот он, болотное создание. Лишь в протестных энергиях святости. А все энергии подчинения — беснующиеся голодные рожи. Соберем же нищих и слепых на последний трагический пир нашей свободы. Древняя игра, в которой действующих лиц только двое – человек и смерть. Ну, а тело в земле или в огне. Полночь, времени совсем осталось мало. Это его любимое определение, это самое, так сказать, лучшее, что можно сказать о предмете, если он использует слово «трагический». Вот. И, конечно, он воспринимает свою жизнь как движение к... Ну, жизнь не является движением к смерти, тут ничего нового нет, но он воспринимал свою жизнь как вот такую вот трагедию, которую он сам конструирует. Я думаю, что это вообще ощущение музыканта, который живет в мире музыки. Я всегда думаю, что, конечно, люди, которые так понимают и воспринимают музыку и способны ее, академическую музыку, и способны ее вот так дешифровать, как он понимал Скрябина, Рахманинова и так далее, конечно, видят в жизни гораздо больше оттенков, чем видим мы. Трагедия, красота и древнегреческая трагедия, которая приносила что? Очищение, катарсис. То есть чем там все, извините меня, чернушнее, тем сильнее катарсис у зрителя. И здесь, может быть, вот это какое-то прослеживается такое наследие оттуда, да, шлейф оттуда, с того времени, когда красиво то, что готовится к смерти. Исаак Сирин, хотя он никогда не слышал Курта Кобейна, сказал: «Крест есть воля, готовая на всякую скорбь». Он говорил, что отчаяние – великая сила, отчаяние должно быть легким. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые», – сказал Петр. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте», – сказал Павел. Мы много говорили о Боге. Он был истинно верующим человеком. Я думаю, самым верующим из всех, которых я когда-либо встречала. Абсолютно и здесь целостным, бескомпромиссным и честным. И вот уж кто жил по христианским заветам, это он. Он мог о чем-то задуматься, смотреть куда-то, и у него настолько просветленное лицо было, которое вы никогда не увидите ни у одного батюшки в церкви. Паша часто цитировал, и он хорошо знал и Святое Писание. Это все в сцепке был у Паши. Да, Христос, изгоняющий из храма, и Христос бунтарь, такой первый революционер. Паша не терпела никакие компромиссы. И одна из фраз, которая мне запомнилась, которой я часто пользуюсь от Паши, это: «Я не для того занимаюсь искусством, чтобы идти на компромиссы».
мне кажется, лет в 15 нам было. И у нас был с ним спор. Кажется, это у меня на квартире уже, которой нет, было. Но я прям очень хорошо помню, что он сказал: Оля, давай мы поспорим, что я не поддамся системе. Так и вышло. Ветер разбил на две части поля, шум на одной стороне испуг, а на другой стороне звон шмеля. Радости, друг мой, некошенный луг. Ветер развел на две части мою жизнь широкой морщинкой на лбу. Вот на одной стороне я пою, вот на другой я молчу, как в гробу. То по лугам зеленеющим вдоль, то по полям заревым поперек. Медленно катятся радость и боль, солнечный путь бесконечно широк. Понятно, что в 90-х и начале нулевых годов жилось гораздо свободнее. И понятное дело, что 10 лет назад в Тамбове интеллектуалов было побольше. И понятно, что с каждым годом такие прекрасные люди, к сожалению, исчезают один за одним. А мне, конечно, сейчас очень грустно жить, да. Потому что тех встреч уже нет. Вот, потому что мало осталось таких людей. Я думаю, что все переменилось, ну и для нас, и для многих. В 2012 году, 11-12 год, Рубиконом были Болотная, 12-й, потом 14-й год, когда, вот такие катастрофические вещи происходят. Все это воспринимается очень лично, и ощущение нехватки воздуха возникает. И, как Паша говорил, жизнь — то, чего не будет при фашизме. Виноваты мы. В 2011 году, когда была первая Болотная площадь, и все вместе попели песню Цоя про то, что перемен требуют наши сердца, наши лидеры оппозиции, которые сказали: вот мы собрались вместе, вот мы спели песенку, давайте теперь мирно разойдемся. И момент был про всегда. Нам сейчас так плохо, потому что мы понимаем, что уже гибель неизбежна, что мы погибли. В этом аду. Жили как свиньи. Может быть, давайте умрем как христиане. В 2013 году, 6 мая, годовщина, была Болотная площадь. Я зачитывал тексты Навального и Кашина. Такая палка, воткнутая в землю у костра, и на нее прикрепили, вместо белых лет была туалетная бумага. И у меня там потом короткое видео, где Паша подходит, там запаливает, и эти куски разлетаются. Давайте победим. Уничтожим фашизм, бросим его в огонь. Совершим мировую революцию. Уничтожим фашистскую семью, школы, тюрьмы, армию. Любовь по законам семьи государства — отдать сына на смерть. И не беспокоиться, что связи нет, пока приходят выплаты. Любовь при фашизме — получать за убийство близких гробовые, принимать, тратить их на вещи, выживать. Любовь всегда была невозможна в мире. Но при фашизме ненависть становится любовью официально. С подтверждением через госуслугу.
борьба с фашизмом была сутью его жизни. Он понимал, что он должен бороться с фашизмом, потому что иначе не стоит жить. Фашизм — это патриархат. Фашизм — это семья. Фашизм — это традиционная семья, традиционные ценности. Это все часть фашизма. Он пишет, что Иисус нас учил отказываться от семьи. Да? Какая семья была у Иисуса? У него не было детей, у него не было гарема, он не бил свою жену. Ну, это мысль Паши, да, о том, что фашизм зарождается в семье, что благими намерениями, да, вымощен, понятно, куда путь. Паша в музыкальной семье родился. У него оба родителя теоретики, музыковеды. И мама, она, сколько я помню, она работала в музыкальном училище. Вот. А папа, тоже, сколько я помню, он всегда работал в музыкальной школе номер 2 города Тамбова. И он преподавал в основном сольфеджио. Вот вы выучили пьесу, да? Вы ее практически знаете наизусть. Но теперь вы должны ее услышать где? В голове. Понятно? Сильно. Вот теперь я верю, что действительно слышно. Молодец, отлично. Я знал только, что в разговоре в нашем, что он изобрел хорошую методику. И вышел на меня как раз с просьбой помочь конкурсу Шумана, который, кроме него, необходимость которого никто не понимает. Международный конкурс Роберта Шумана. И он мне написал такое письмо, что, дорогой Михаил Семенович, я уже потерял надежду, потому что кому я только не писал. Всем от секретаря по пропаганде, по идеологии нашего города до президента страны. Я не получил ни от кого даже ответа. Они, видимо, крутят пальцем у виска. А действительно, какой-то провинциальный еврей, преподающий в музыкальной школе. Настоящий ученый, понимаете, преподает в музыкальной школе. Настоящий русско-еврейский интеллигент. Что это за Шуман еще такой? Почему именно Шумана? А он что, родился у нас? А он что, приезжал сюда? У нас что, своих нет? Он что, выступал здесь? И вот он говорит, помогите мне, поднимите статус конкурса. Как им объяснить, почему это так нужно? Такой полуджазовый, хоть это игры. Молодец, замечательно. Но вы понимаете, что других отметок у нас нет, да? Все получают 5 за четверть и 5 за год. Михаил Борисович как раз как и я. Мы как бы однояйцевые близнецы. Мы вышли для того, чтобы научить музыкантов интеллектуально думать, входить в тайные знаки музыки. Я рассказал, что у вас есть такой замечательный человек, Михаил Борисович Кушниев. Вам просто повезло в городе. Я сказал там, что Шуману очень повезло. Он родился среди книг. Его повивальными бабками были книги, потому что его отец был книгачей и книготорговец. И Шуман начал читать, как только научился читать. Он тут же вытащил Гофмана, Жана Поля. Он вытащил Крайслера, Йоганна Крайслера, полусумасшедшего гениального музыканта. Он вытащил Катамура и начал писать под воздействием этого всего. И это был подлинный романтизм, содружество музыки и литературы. Он подлинный романтик. Он поверил не в разум, а в чувство. Он сказал, разум ошибается, чувство никогда. По поводу его методики, да, к нему обращались очень многие студенты, которые хотели поступать куда-то там в высшее учебное заведение в Москву. Он как раз специализировался на том, чтобы развивать слух. Слух до практически абсолютного. Насколько я понимаю, он эту методику наглядно применил, собственно, и на своем сыне. Когда была мама в положении, ставились какие-то музыкальные произведения. Вот. И с самого рождения в семье тоже это все было музыкальное, наполнено звуками. Поэтому тут не было шансов у Паши не быть музыкантом. Легенды о том, какой Паша способный, они ходили по школе, учителя рассказывали друг другу, ученики рассказывали друг другу.
Я знаю, что в 2 лет он слышал уже интервалы в каждом скрипе. Угадывал музыку, мог ее записать. У него была очень сильная связь с папой. Я знаю, что он чувствовал некоторое давление от отца. Даже не столько отец мог давить на него, сколько Паша переживал за отца, что отец хочет внуков. И Паша тоже не хотел, не планировал детей. Он не думал об этом, он очень был занят другим. Возможно, это часть объяснения. У меня сложилось впечатление, что у него не было глубокой связи с матерью и с братом тоже. Его территория, его комната была, и другая территория, где родители, мать конкретно, путинистка, государственница. То есть на кухне отец, мать включали телевизор с пропагандой. Паше казалось, что они как будто специально делают громче телевизор. Да, там были эксцессы, там, значит, все завершилось дракой, как говорит мать, дракой с братом. С братом, да. С братом они дрались. Там была какая-то драка. Угу. Там была какая-то драка из-за политических убеждений, или из-за политики, или из-за разногласий по политическим взглядам. И после этого, мне кажется, он уехал как раз из Тамбова уже в Биробиджан. С матерью у него были очень сложные отношения с самого детства. Вот, он ее боялся. Ну, вы понимаете, это же тоже все двояко. С одной стороны, боишься и не любишь, а с другой стороны, твоя мать, и ты не можешь ее бросить. Это парадокс, потому что это человек, который при этом выходил на сцену, и на него смотрели сотни людей и аплодировали ему. И при этом он остается абсолютно одиноким, непонятым ни семьей, ни окружением. Потому что даже его близкие друзья в значительной степени не разделяли его взглядов, пугал его радикализм. Они всячески шарахались от его, с одной стороны, публичный человек, а с другой стороны, абсолютно одинокий, так как будто у него вообще нет ни одного собеседника. Мать сказала на похоронах, что Паша был хорошим мальчиком там, до 8 лет, а потом, в общем, пошел по наклонной. Но у ней там был разговор после Пашиного ухода с каким-то ФСБшником. Я так понял, что ей поселили эту мысль, что его испортили в консерватории. Там была такая золотая молодежь. Вот сами-то они в протест не идут. А вот его заразили вот этим. Когда я после смерти Кушнира, его сына, понял, что это сын Михаила Борисовича, о котором он никогда не говорил, я стал все смотреть и слушать. И когда я начинаю думать, это же, наверное, значит, сын Михаила Борисовича, значит, у Михаила Борисовича был сын. Интересно, а почему я ничего не знал? Почему Михаил Борисович ничего не сделал для того, чтобы я узнал? Видимо, слишком сын был нетрадиционным в своем поведении, и он стеснялся, он боялся. И прихожу к убеждению, что Павел уже тогда, при всем том, что у него был очень умный, замечательный отец, был строптивым. Он, как всякий гений, был абсолютно самим собой. Ему не хотелось повторять чьи-то пути. Он искал свои пути сам. Понимаете? Сын мой младший, сын мой милый, где ты, с кем ты, что с тобой? Ты давно судьбой гонимый, для земли родной изгой. Вдруг исчез из поля зрения, кинул дом студентов цну, молча бросил взгляд с презрением, встретив мать. Признай вину.
Все приму, как Бог заведал, не ропщу, не трепещу. Ты ж иди к своим победам, как Давид, крути прощу. Рифма ждет, я всех прощу. Ну и ты меня прости. Я ж чужих детей ращу. Зла своих мне не снести. Второе безумство – творческое безумство. Безумство гения, одержимого мыслью, идеей. Безумство преодоления экстаза. Цвет синий. Фигура – круг. Состояние – танец. Образ свободного, открытого пространства. Любое движение по кругу – калейдоскоп, круговерть цветов, красок. Я верю, что заселение других планет – это историческая необходимость. И я очень рад, что живу в такое время, когда это наконец стало возможно. Я думаю, что я готовился к этому всю жизнь, но только сам об этом не знал. Чувство юмора появляется у меня тогда, когда я что-то очень хорошо понимаю, но уже совершенно не надеюсь это как-либо изменить. Нужно взять именно меня, потому что, во-первых, я сумею оставить все, что у меня есть на Земле, и пережить это. Во-вторых, иногда в ненормальных условиях я работаю продуктивнее и лучше, чем в нормальных условиях. Когда Илон Маск объявил программу полета на Марс, Марс 2020, Паша меня позвал к себе и попросил записать с ним видео, чтобы попрощаться с Землей. Когда Паши не стало, и первые дни мы, все мы плакали, я думаю. И Колосова вспоминал это про Марс. Это программа Mars One, о которой он очень впечатлился. Мы очень долго это все обсуждали. Он действительно хотел участвовать в этой программе и думал, что вот он сейчас отправит это видео, и кто-то посмотрит, и его возьмут в эту программу. Вот он искренне в это верил. Это было бы прекрасно, если бы он где-то жил там, я не знаю, да пусть даже на Марсе. Но я бы знала, что вот он живет, улыбается, смеется, дышит, творит. Как в «Маленьком принце». Я убежден, что гений рождается там. Он часть космоса, часть Вселенной. И его рождают на Земле, вот как Бог и человек. Понимаете? И вот он человек, на Земле он человек. Но вы же понимаете, как ему противно и тяжело на Земле. Он со всем своим знанием космическим, знанием прошлого, настоящего, будущего, он приходит на Землю, чтобы людям что-то сказать. И вдруг выясняется, что они не понимают элементарных фраз. Потому что поведение гения, а то, что он был гением, в этом нет никакого сомнения. Поведение гения для этих людей – это либо шизофрения, либо, как сказать, несерьезность поведения, дурость. Потому что Павел был настолько свободолюбив, вот для него свобода была главной категорией. И это сказывается в игре. Если поговорить о его игре, например, он совершил подвиг. Все прелюдии Рахманинова написаны в разных опусах в разные времена, под разными настроениями. Он такое совершил чудо. Он взял со всего творчества все 24 прелюдии и сыграл их подряд, что само по себе показатель высочайшего пианизма. На память 24 прелюдии величайшего пианиста всех времен, который он сам бы не играл 24.
бесконечно любил людей. Причем любил людей всех. Когда он выступал на открытой площадке, унизительно, все музыканты готовятся выступать там ради палки. И мы встречаем солиста Курганской областной филармонии. Для вас играет Павел Кушнир. А место, где выступает, называлось «Точкой». И вот он сидел за электронным инструментом в кургане. Там сидят 3 старика и 2 старухи на лавочке. И больше никого на всю площадь. И вот он для них, или не для них, для себя, для самой музыки, он играет, понимаете? Он музыкант, человек искусства до мозга костей. И он может повторить за Крейслером, великим скрипачом, что в пустом зале скрипка лучше звучит. Почему он играл для 2 бабушек? Потому что он хотел им донести. Он хотел принести то, что у него есть, другим. Для кого не будут великие музыканты играть, он им принесет. И он бы играл для одного человека. И не было бы пианино электрического, он бы сел за что-то еще более примитивное. Но он бы играл. Я помню случай, когда он отказывался играть в филармонии. Концерт для фортепиано с оркестром. Я не помню, какой концерт именно это был. Но Паша перед выходом, он узнал, что билеты стоят 10 рублей на тот момент. И он просто сел в углу и говорил, что я не могу играть за деньги. Искусство должно быть свободно. Я думаю, что вообще весь Пашин путь, он освещен именно тем, что даже если один человек в зале тебя поймет, то ты уже как бы делаешь это все не зря. Сейчас мать Кушнира, друзья говорят, что, в общем, зря. Жизнь, ну, вот такой конец. Я считаю, в отличие от других, что это было не зря, что это было абсолютно логично. И да, есть наследие музыкальное, есть наследие прозаическое. Но вообще-то, если рассматривать биографию, то наследие финальное, и это именно политическое наследие. Алло, Ирина Михайловна, здравствуйте. Это Антон. Я хотел спросить вас, вы не против, если мы завтра прикрутим медальон или рамку на крест с портретом Паши? Я не против, конечно. Мы собираемся вообще делать памятник, но это только можно через год. Да я просто думал, что вместе мы можем тогда прикрепить. Это было бы логично. Так сказать, вместе с вами это сделать. Вы хотите вместе со мной? Ну, я вот, к сожалению, завишу, понимаете, от другого человека. Делайте, как вам надо. Вот мой вам совет. Я буду делать памятник, понимаете? Да, конечно. Давайте фотографии в рамке. Да, вот так. 15×20. Рамки у вас черные есть? Смотри, Карин. Спасибо. Кушнировский выпить шампанское в полдень. И оставлять по одной пробке в маленькой какой-нибудь вот такой вот стаканчике. Кстати, да, я бы... Да. Это Будет может быть... видно с количества пришедших. Когда я узнала о том, что случилось, первая моя мысль была, что он все-таки добился своего и улетел на Марс. И у меня всегда было ощущение, что ему просто очень трудно жить. Ну, вот внутренне трудно жить. Мне кажется, он был очень
идеалист. Да, конечно. Поэтому я и говорю, поэтому очень сложно было как раз и Евангелие понять, потому что если там написано вот так, ну как это может быть не так? Ну, я говорю, ну там не так. Ну то есть там же сложно. Ну это как бы метафора, это поэзия, это не буквально. Говорит, Ира, ну нет. Ну это же отдай все. Я говорю, ну не отдай все. Он призывал быть столь же радикальными, столь же смелыми в той или иной форме. Вот. То есть всем не молчать. Он призывал нас всех не молчать. Да. А мы так не можем. Мы так не можем. Мы трусоваты. Алло. Алло, Ирина Михайловна, здравствуйте, это Антон. Да. Здравствуйте, Антон. Вы сегодня уже были на кладбище или нет? Да, мы были до 12 часов, раньше 12. Хотел спросить, может быть, мы вот с тут двумя подругами к вам подъехали бы на чай? Все-таки день рождения, Паша, день памяти. Чай сейчас? Да? Нет, я не могу, к сожалению, Антон. Прошу меня извинить. Я понимаю, конечно, как это важно почтить память Паши, но вы и так были на кладбище, и мы были на кладбище, да. Но нет, я не смогу, просто по состоянию здоровья. Извините, пожалуйста. Мы поступали в один год в аспирантуру Московской консерватории. Ну вот я поступила, а он нет. И знаешь почему? Ну, потому что я милая, сделала все, что там нужно было. Ну и нормально там сыграла. И профессор нам сказал, вот это вот так. Хорошо. Все сделали, понимаешь, поступили. А он вышел, его попросили играть. Он играл фантазию Шумана. И там сидят вот эти вот профессора, понимаешь? Ну хорошо, сыграйте нам, пожалуйста, там вот какую-то там часть. На них смотрит, понимаешь, и говорит, я не буду играть. Почему вы не будете играть? Потому что у меня есть концепция всего произведения. Если я буду играть какой-то кусок, вся моя концепция нарушится. Он не поступил. Все там еще ржали и передавали эту историю. То, что сейчас, да, все сливки просто музыкального сообщества подписывают письмо о том, как они пропустили такого гениального человека, как это трагикомедия. Те люди, с которыми он сталкивался, да, ну вот он поступал же в Московскую консерваторию, но там тоже сидят, ну, более-менее нормальные музыканты и выбирают, кто же достоин там учиться. Не выбрали. Это же тоже какая-то ступень к чему-то, понимаешь? Ну, в нашем комфортном мире. Ну, конечно, мальчик гениальный, безусловно, но, понимаешь? Паша был неудобен. Я могу ошибаться, либо в Екатеринбурге это было, либо в Москве. Он просто заявил, так скажем, чиновникам, может быть, ректору, что вы тут все враги искусства. И хлопнул дверью. Он не мог себе лгать и ни на секунду ни под кого приспосабливаться, никому приспосабливаться, ни под кого не подстраиваться. Нет. Он бы себя перестал уважать, он бы не спал ночью тогда. Что происходит с нами в консерватории? Мы приходим к профессору, и профессор говорит, значит, написано это было так, композитор в нотах написал вот это, но потом гениальный какой-нибудь Рубинштейн решил, что нет, здесь надо делать намного более свободно. У нас есть Евангелие, это как бы текст композитора. Дальше у нас там еще очень много слоев, например, с изданиями тоже. Ну, короче говоря, много вот такого вот наносного, и в консерватории учат очень часто этим клише. То есть вот этим вот слоям рассказывают, что-то. Но у Паши, мне кажется, вот все это слетело. Ничего этого нет. Я была в Москве, чтобы учиться в консерватории Московской имени Чайковского, где Паша тоже учился. Я туда попалась, потому что я заинтересовалась в России, когда мне было лет 14, начала читать русскую литературу и влюбилась в музыку из России.
Поэтому я поехала в Москву, когда мне было 18 лет, и я одна была, и я жила в общежитии. Это было супер, жить в общежитии и в общаге. Но мы с Пашей познакомились в столовой общежитии Московской консерватории. He lived on the 4th floor. And 4th floor was considered where all the genius pianists lived. And especially the room he lived in. 455. It was like the famous room of genius piano players got passed down. We would all just sit in there and listen to them play for hours through the night. He lived with another piano player who was amazing as well. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Елисей Бабанов. Елисей трахался при мне. А я, развернув кресло к окну и воткнув в наушники музыку, пил девятку и, честно, мыслями был далеко не с ними. So it was such a gift for me to be around him because I was just learning so much from him. I've never met anyone with such a kind of hungry mind. Грейс он любил. Ее портрет был в шкафу, у него стоял, или на стене. Но это был период консерватории, тогда у них были отношения. Что там конкретно у них там было между ними, я не знаю. Я знаю, что они дружили. Возможно, он был влюблен в нее какое-то время. Не знаю, мне кажется, мы все влюбляемся иногда. He always used to leave me like messages in the общежитие on my door. So I remember I'd be excited, like waking up in the morning to see what he'd said, you know, and it often said, you know, today it's this film at the Musik, you know, so we'd like go there, or today it's this, and then yeah. And he would leave little musical compositions as well, and drawings, and I have all of them, so it's amazing. And this was just a musical note, but it just says he's written my name in musical terms and then my room number. But yeah, it's just a tiny composition, like cool chords and written out in words, in musical notes. Я общался с одним из его друзей, который рассказал мне, что у него все время за стеклом шкафа была фотография с тобой. Ты знала об этом? Нет, не знала. I'd love to see the photo. I don't know which one it would have been. But we were taking a lot of artistic photos as well. But yeah, I mean, even though we haven't spoken for years, it's just, he really had such a massive impact on my life. And yeah, I think for both of us, it was special to spend that time together. But I wish I could see him again. Я думаю, что для него было важно и удобно быть одному. Для того, чтобы не отвлекаться ни на что, заниматься творчеством, что для него всегда было самым важным. И да, он не мог терпеть несвободу, он не мог терпеть компромиссы. Ну, какая-то семейная жизнь, она состоит, в принципе,
практически из одного компромисса. И когда любовь становится чуть меньше, то компромисс играет все. А у Паши, как бы, я не думаю, что... Я думаю, как и с миром, и с системой, и с шоу-бизнесом, он не мог пойти на компромисс. Большинству женщин было бы сложно с Пашей, потому что совместная жизнь предполагает разделение каких-то обязанностей. Я не представляю себе Пашу, заполняющему платежки, делающего что-то такое ненужное. В одном из писем он очень радовался, что, мне кажется, соседи по общежитию подарили ему кастрюльку, потому что он пользовался кастрюлькой с дыркой и залеплял ее мякишем от хлеба. Там он разогревал себе продукты, там же он вскипятил себе кипяток для чая. Была девушка в 15-16 году. Отношения были недолгие, и она до сих пор недоумевает, почему Паша слился. У меня был с ней разговор. Я как-то в сердцах сказал, что вот там мне на личном плане не клеится. Она сказала, что тебе надо браться за голову, зарабатывать, и тогда все у тебя будет хорошо. Я думаю, что если подобное что-то рассказал Паш, что он просто вот так вот мог по-тихому уйти. В любом случае, так устроено, так всегда бывает. Если кто приходит ко мне и не отрешится от всего, что имеет, не возненавидит самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Чтобы жить светом, нужно умереть и воскреснуть. Нужно отказаться от себя, от самого главного, самого любимого, от той тьмы, которая твой свет. Он действительно был жертвой и мучеником политических репрессий. И при этом он был очень большим писателем. И вот это, мне кажется, самое главное, что я могу как читатель, как издатель донести, что мы потеряли одного из крупнейших русских писателей. Что делает Кушнир в русской нарезке? Он берет несколько романов, советских романов о Второй мировой войне. И это очень известные книги, в том числе «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «В окопах Сталинграда» Некрасова, это «Живые и мертвые» Константина Симонова. Он берет оттуда отрывки, которые, перемешивая между собой и добавляя туда свои впечатления о событиях 2014 года, когда был аннексирован Крым, преображает в абсолютно новый текст, рассказывающий не о событиях Второй мировой войны, а рассказывающий о начале войны с Украиной. Берет еще несколько текстов. Например, это воспоминания художницы Грейс Хартиган, которая нигде в книге не названа по имени. Один из ее мужей как бы был таким радикальным врачом-экспериментатором, который сам себе вколол вакцину от вируса полиомиелита. И она описывает вот эту свою историю, как он мучился и постепенно был парализован и так далее. Это корреспондируется с идеей Берроуза, одного из авторов идеи Катапа, о том, что все вокруг нас вирус, а в первую очередь язык. Язык — это вирус, который нас мучает, который нас заставляет болеть. Это вот идеальный такой пример, как литература нарезки, как литература Катапа может работать на современном материале. Первый день войны застал семью Сенцовых
Елисей трахался при мне. Усадил меня рядом. Ты мой сменщик, я тебе показываю маршрут. Никаких российских паспортов. Черви вылезали из-под гипса, ползали по его исхудалой шее с напрягшимися от боли жилами. В воздухе стоял тревожный и перченый дух пороховых газов. Ближайшие годы будут решающими и, возможно, переломными не только для нас, а практически для всего мира. Один интересный факт. Это произведение создано по основам фуги. Каждую главу он кодировал какой-то тональностью. Вот те звуки, которые там есть, они очень хорошо отображают те образы, которые есть в нашей реальности. Очень много скрежетания всякого. Вот это самое скрежетание я на его концертах слышал, собственно говоря. То есть он мог описать все эти кластерные там интервалы вот, словами. Это же пути, так называемые пути нового романа. Он создавал музыкальные комбинации. Ведь кто такой композитор? Это составитель. Следовательно, если композицию распространите на литературу в этом смысле, то можно составить книгу, в которой появятся новые мысли, твои, собственные, где Анна Франк будет соседствовать, если нужно, с басней Крылова. А так по-русски нарезка. Этот метод изобретен не им. Им пользовались разные писатели. Например, дадаист Тристана Цара. Ну, а дал имя этому методу писатель Брайан Гайсин, ближайший друг знаменитого писателя «Бит-поколения» Уильяма Берроуза. И вместе они этот метод объяснили, истолковали, расширили. Как это работает? Ты берешь любой текст, написанный тобой, написанный Шекспиром, написанный безымянным копирайтером. И этот текст создается в твоем сознании, преобразуется в какой-то новый текст, в повествование. Теперь с изобретением интернета это происходит в нашей жизни ежесекундно, потому что мы листаем, скажем, ленту какой-нибудь социальной сети, там одновременно получаем письмо, тут же получаем сообщение в каком-нибудь мессенджере. И у нас как бы в сознании образуется новый текст. Карты Таро, да? Как работает Таро? Карта не меняется, да? Но ты ее интерпретируешь каждый раз по-новому, потому что твое подсознание выхватывает из этой колоды какую-то карту и дает ей свою интерпретацию. Да? Ты можешь вглядываться в этот рисунок, который, может быть, там был сделан в Марселе 5 веков назад, вот, и ты видишь в ней отражение своей собственной судьбы. То же самое происходит и в тексте. Есть в классической музыке нисходящий мотив, означающий «встреча с Богом». У Шопена в «Траурном марше». Четыре подряд вниз и через одну в кульминации первой части 8-й сонаты Прокофьева. До диез, си, ля, соль диез, ми диез. Недавно я думал о месте во второй части третьего концерта Рахманинова, где еще в 16 лет я решил тоже встреча с Богом. И вдруг понял, что и там, перед ре-мажором, к ре-мажору, тоже в басу этот нисходящий мотив. Фа диез, ми, ре диез, до диез, ля. Просто протрезвею в тюрьме и пойму, что я в аду. Третье безумство – безумство протеста. Горе, страдания, гнев, ярость, саморазрушение, отчаяние, обреченность, одиночество. Безумство – отречение от жизни. Цвет – черно-белый. Фигура – горизонталь. Состояние – сон. Отсутствие движения, застывшие краски. Так посмотрите, там весь мир отражается. Ну, это тоже, в общем-то, образ, я думаю, он считываемый, но это же, жизнь человека, кратковременная жизнь,
человека на Земле кратковременное существование мыльного пузыря. Снились морские коньки, которые выпрыгивают из воды. Это, видимо, я. Совершил делегированный суицид из воды, в которой только и могу выжить. Выпрыгиваю в смерть. В общем, я буду прыгать вот куда-то вот сюда, поэтому ты как раз сядь, вот видишь. Репетировать не будем? Ну как ты репетировать? Так что ты сделай так, чтобы вроде как, ты сиди спокойно, главное, сделай такое серьезное лицо, думаешь о поэзии. Ну выйдет, нет, так нет. Ты готова? Да. Ты успеешь? Ваш приезд в Биробиджан был выбором абсолютно свободного человека. Вас сюда не сослали. У многих радиослушателей интересует, к нам за что приехали. По уголовной или по политической статье имеете в виду? Другие варианты исключены? Если буду жив, здоров, если меня не мобилизуют, не посадят в тюрьму, то 12 лет я хотел бы проработать до 50 лет и посмотреть, будет ли какой-то результат. Первое, что я сделал, когда я приехал в Биробиджан, это сделал скрябинскую программу. Удивительно смелые творческие идеи у него были. Чего стоит вот эта одна идея, что он напишет такую музыку, которая развоплотит все человечество, напишет мистерию, она будет исполнена в Индии, многодневное действо, синкретическое. И человечество освободится от плоти, ни много ни мало, как вообще произойдет преображение всей Вселенной. 22 сентября. Вчера объявили мобилизацию. Брата Влады забрали. Прямо с работы. 2 мента. Затолкали в автобус. Увезли. Дениса Шмырова, худрука. Забрали тоже. Прошелся по городу с маркером. В одном месте написал длинно «Долой фашизм, долой войну, долой мобилизацию». В другом коротко «Долой войну». 23 сентября. Номер дома, в котором я сейчас снимаю квартиру, 35, означает «Нет войне». Играл с 2 до 7. Никого не видел, никто не звонил. Чувство, как будто во второй раз началась война. Как будто еще раз внутри войны снова началась война. Когда началась война с Украиной, он был уверен, что будет восстание, что русский народ не примет эту войну. Когда, в конце концов, он понял, что его никто почти не поддерживает, что на его призывы никто не откликается, он понял, что его собственная роль христианина от этого никак не меняется, что он остается верен своим антифашистским идеям, и он как бы и стал искупителем. Да? То есть он искупает грехи тех людей, которые игнорируют творящуюся катастрофу, игнорируют вот этот фашизм. Его поступки, они абсолютно христианские. Это искупление грехов других людей. Для него он всегда был честен с собой. Для него даже не было вопроса, быть честным с собой или нет. И он не мог жить, зная о том, что происходит, зная, что происходит в Буче, как ведут себя русские люди, которых он так любил и жалел. Он с этим не мог жить. Он не мог просто ходить на работу, просто продолжать заниматься, чем он занимается, потому что он не мог перестать об этом думать ни на секунду. И, конечно, была ошибкой, что Паша поехал в Биробиджан, потому что в захолустье, в провинции, его протест не мог быть публичным. В итоге никто даже не знал, где он и что с ним происходит. Это непостижимо. Сегодня я шел по Ленина и, переходя к мемориалу Победы, увидел, что вечный огонь погас. У меня была зажигалка, которую я ношу с собой, чтобы сразу сжечь повестку. Не смог удержаться. Подошел, поднес зажигалку и чиркнул.
очень мягко, вежливо огонь загорелся, как будто газ открыли за мгновение до этого прямо мне под зажигалку. В общем, отошел довольный собой. Совершил патриотический поступок. Биробиджанский дневник — это в каком-то смысле я бы даже назвал вот дневником Анны Франк для нашего времени. Потому что это дневник человека, который находится в смертельной опасности, но он не может отказаться от своей идентичности. Весь дневник построен на нарезках из книги Эммануила Казакевича «Звезда», которая была написана сразу после войны, повесть о разведчиках, получившая Сталинскую премию. А Казакевич в 30-е годы жил в Биробиджане, был одним из редакторов местной газеты, которая выходила на идиш. И вообще был одним из вот тех людей, которые думали, что новое еврейское государство создается в еврейской автономной области. Вот, например, в Лествице память смертная. У меня вместо нее память арестная. Постоянное сознание того факта, что в любой день и час жизнь закончится не смертью, но арестом. Листовки, видео с обматеренным Путиным и посланные войной – все это, по сути, самоубийство. А хочется жить. Но нельзя ничего не делать. Нельзя принять фашизм. Вчера я ничего не жрал. Сегодня играл 7-й концерт Скрябинской серии. Болит голова и трескаются пальцы. Я заклеиваю их пластырем и играю. Наверное, здесь у многих кожа на пальцах дает глубокие трещины до крови. Интересно, это от войны или от Дальнего Востока? Он появлялся на телеэкране в программе ВГТРК «Биробиджан», рассказывал там о музыке или делал радиопередачи о Скрябине, а потом по ночам развешивал в Биробиджане листовки «Долой призыв», там, «Долой Путина», и подписывал это еврейское автономное антифашистское сопротивление. Здесь очень красивая природа, и я много гуляю по городу. Еврейская автономная область Биробиджан – это, конечно, чудо. Какой-то реликтовый трагический остров свободы в фашистском государстве. Здесь еще не полностью погибла доброта. Не как личная сила каждого, но как традиция, народная душа и при этом с азиатским оттенком. А добавь к этому русскую чистоту и еврейское хождение под близким глазом Бога, а также мою личную трусость и юродство, и ты поймешь, что здесь жизнь волшебная. Здесь есть то, чего нигде уже давно нет. И почему в такой прекрасной, широкой стране у власти всегда бандиты и животные, насильники, лжецы и черти? В какой-то момент мне приходит конверт толстый. Я читаю «Биробиджан», Павел Кушнин. Я открываю этот конверт, там лежит тетрадь, заклеенная, его письмо, несколько страниц рукописных, и книга поэта Эмиота. Я начинаю читать это письмо. Он мне рассказывает о том, что сейчас у него 58-й день голодовки, второй. Об этом я не знала. То есть я узнала из этого письма. Я сразу просто истерически начала думать, 58-й день голодовки, он вообще жив? Что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Я помню свое ощущение просто какого-то ужаса, когда я открыла на Гугле просто где Биробиджан и поняла, что это письмо, ну, наверное, оно до Берлина, ну, пару месяцев, оно в пути просто. И там уже далеко не 56-й, не 62-й день голодовки. Ну, я просто полностью офигела, просто полностью. Написала ему имейл. Говорю: Паш, я получила твое письмо. Ты как там вообще? Что вообще происходит? Он мне ответил достаточно быстро по имейлу. Он говорит: нет, все нормально, я вышел из голодовки, все хорошо. И я ему пишу на это: слушай, ну, раз ты мне это прислал, ну вот сдохнешь, точно издам. Но вообще-то, слушай, не ссы, попьем еще пивка там в Баварии, что такое. И он мне отвечает имейлом,
И вот это был уже один из последних имейлов его. Ну, вообще я об этом не просил, но раз ты предлагаешь, то я буду не против. Исроил Эмет тоже жил в Биробиджане. Он был одной из жертв так называемого дела еврейского антифашистского комитета, то есть антисемитской скрытой кампании, которая началась сразу после войны. Он был арестован по этому делу, провел несколько лет в лагерях, был выпущен. И поскольку он был польским гражданином, тогда разрешали возвращаться на родину. Он уехал в Польшу, потом уехал в Соединенные Штаты и на английском языке выпустил книгу стихов «Сибирь». Я думаю, что, даже я уверен, что он соотносил свою судьбу с судьбой Эмета, который оставил интересные воспоминания о жизни в лагере, в частности, об одной из голодовок в лагере. Сегодня на снегу ни одной капли крови. Никто не был застрелен. Вокруг тебя только снег. Снег. И в самом тебе снег. Белый на белом. Защити меня, Боже, от снежных слов. Ты был взвешен и найден легким. Мне кажется, что Паша был немножко человек без кожи. И Паша чувствовал это сопереживание, сострадание по отношению абсолютно к каждому убогому, сирому, страдающему и несчастному человеку. Ну а как можно, да, как можно жить спокойно и писать и творить такого масштаба вещи, как, да, вот гениальные люди делают? Это же, это больно, это сложно. Наконец, я после всего выглянул в окно. Уже все было белым-бело. И медленно темнело в продолжающем падать бесконечно чистом, как дети, трагическом первом снеге. Приезжаем в Смедович, я играю Скрябина на синтезаторе. Герл по имени Полина дарит мне белую розу и берет короткое интервью для местной газеты. Умные вопросы, а я отвечаю глупо. Кто мой кумир? Курт Кобейн. Это хотя бы правда. Мечтать, чтобы закончилась война. Можно было и более смело в эту сторону, хотя один же хер не пропустит даже в местную газету, даже беззубая, чтобы закончилась война. 25 ноября. Проснулся в час дня. За окном идет снег. Всюду снег. Белая роза умерла, писем нет. Невыносимо для меня представлять, что он там испытал. Он же сидел один, никто ему не писал ни писем, не делал ни передатчик. И я думаю, что к нему было применено просто все в этом учреждении. Потому что если он ректору мог сказать, что он враг искусства, представляете, что он мог сказать всиновцу? Все, что он думал. И как они отрывались на нем, я не могу себе представить. Знаете, сколько я, признаюсь вам, плачу по этому поводу? Сначала я плакал по поводу начала войны. Я 3 месяца не спал вообще. Потом, особенно когда в Одессе, одной бомбой папа пошел за пасхальным куличом в Одесском доме, да, помните, оставил маму, дочь ее и доченьку маленькую, детоньку, которая уже знала одно, что мир прекрасен. Она всем улыбалась и ко всем шла на ручки, эта девочка. Почему я знаю? Они приезжали на мои академии международные в Абрамцево. И вот мама тогда беременная приехала на мою академию, чтобы ребенок оттуда слышал ее впечатления, ее эмоции и все прочее. И вот когда я видел эту детоньку, и вот этот махонький гробик,
я за всю свою жизнь не плакал столько, начиная с детства, сколько я выплакал слез за эти времена. И вот так же Павел в конце жизни мне тоже огромный как бы укор, хотя без вины виноватый, честно говоря. Моя однокурсница позвонила в полицию Биробиджана. Они тут же знали его имя и сказали: да, пожалуйста, мы знаем, да, он умер, мы подтверждаем факт смерти. А потом она позвонила его маме. Мама знала тоже о его смерти. Она подтвердила и просила эту подругу, пожалуйста, никому не говорить об этом. Сейчас уже это тоже не новость для многих, да, что она не разделяла политических взглядов Паши. И, возможно, ей было стыдно за то, что вот он так ушел из жизни. Поэтому она очень просила эту подругу не говорить, где и как он умер. Я не могу сказать, как отреагировала бы я, если бы я говорила с ней лично. Так как это было передано, да, другой подругой, то на меня это не накладывало, понимаешь, обязательств исполнять ее просьбу, которую как бы я и нарушила. Изначально мать склонялась к тому, чтобы его, да, там захоронили, и на 40 дней она хотела туда приехать, на могилу. Тут приложили усилия подруги Паши, Шкрагунова, Колосова. О нем говорили: мать, перевести тело Паши в Тамбов. Самый такой страшный вопрос вот для нас, друзей, был, где его там похоронят. На территории СИЗО, понимаешь? Мама не хотела туда ехать, не хотела забирать тело. Но объективно это можно понять. Ей почти 80 лет. У нее нет интернета. У нее нет денег. Как? Биробиджан, 7 дней на поезде от Тамбова. Каким образом? Понимаешь? Я была единственным человеком, который хотел сделать судмедэкспертизу. И, конечно, мы все боялись, что сейчас, уже когда началась огласка, что нам его не дадут. И те друзья, которые этим занимались непосредственно всеми этими переговорами, да, они были против. Я думаю, что мы никогда бы не получили разрешение мамы на вскрытие, на судмедэкспертизу. Как вообще такое может быть, что человек погиб? Не погиб, а его убили. А мать узнала через неделю. Вот это да. Страна, которую он так любил, людям сочувствовал, вот так с ним обошлись. В одном из писем я делилась с Пашей. Вот Германия гитлеровская, как это происходило, как такое может быть, как люди, соседи, могли не замечать, что их соседей похитили, убили. Паше не понравилось, что я сравниваю Россию с фашистской Германией. И написал, что в фашистской Германии его бы там убили. И что в итоге получилось? Он, еврейский мальчик, поехал в Биробиджан, еврейский автономный округ, и там они его убили. А все собрались в Германии, когда-то фашистской, чтобы играть его музыку, чтобы вспомнить о нем. Как же так? Какое безумие! Я играла
произведение американского композитора Фредерика Ржевского, которое называется «De Profundis». Оно основано на тексте Оскара Уайлда. Это его последнее письмо, которое он писал из тюрьмы. Это псалом под названием «De Profundis», который взывает из тьмы к какому-то восхождению. Уайлд описывает в этом письме свои ощущения, когда он попал в тюрьму, и потом свой, как мы говорим сейчас, духовный рост, спиритуальное озарение, и как он нашел мир в своей душе, находясь там в жутких для него условиях. Я думаю, что в российской тюрьме условия гораздо хуже. Yeah, it was very important for me to be there. I would have liked to have been at the funeral as well in Tambov, but it happened straight away, and it would have been impossible to get into Russia so quickly. But yeah, I feel very lucky to have been able to be there for the memorial concert. I mean, it was just incredibly moving to listen to the music, and I really felt his presence there, and to be around people who were close to him, and to, yeah, especially Olga, to meet Olga and hear her play and hear his music, which I hadn't heard. I've never lost anyone close to me like this before, so it was very, yeah, I didn't know how I would respond at all being there, but it was very special, and I hope that we can do more concerts in celebration of his music as well. Предлагаю выпить водку за творчество, любовь и свободу, за что всегда пил Паша. И долой войну, товарищи. Долой. Долой. И за Пашу. Октябрь 2003, май 2004. Я прочитаю последний абзац. Я встретил нескольких людей, многие песни на своем пути, на дороге, которая растворялась, как расщепляющийся звук. И все это для меня так красиво, как, наверное, тишина, как два одиноких голоса в темноте в твоих глазах, как вода. Вода ведь очень красивая. И я не хочу больше удивляться. Я хочу назад домой. А если я все придумал, и то тогда в пыль. Я ухожу, дайте мне уйти. Я ухожу в тишину, которая, наконец, обрывается последним и близким звуком. Прикосновением серебряного колокольчика. Я только что прочитал письмо, которое он прислал меня после того, как я уехала, и он говорил, что он... he loved this song by Sonic Youth called Hits of Sunshine. He gave to me on a disc when I was there, and then after I left, he was trying to find it again because it was his favorite song. And, you know, it was before Spotify or anything, so you had to go to Gorbushka to find it. And he was writing in the letter, even Gorbushka doesn't have this song. And he wrote, I know I'll hear it again. When I die, God will give it to me. Напоследок, he wrote, and I'll hear it again. Я думаю, что Павел со временем станет одним из символов 21 века, одним из символов музыки, непобежденный, одним из символов человека. Вот не случайно тут появляется образ Данко. Да, это человек, который вырвал свое сердце, чтобы осветить путь. Да, он
умер напрасно, а может быть, не напрасно, а может быть, он умер для того, чтобы осветить своей смертью. Помните, как это в христианстве? Смертью смерть поправ. Да? И именно тогда появляется жизнь, даровав. Жизнь всем даровав. Я думаю, что он совершил какой-то невероятный божественный подвиг, тайны и смыслы которого будут понятны и доступны дальше. Но что-то произойдет. И кем он был именно, пророком, бунтарем или святым, я думаю, время покажет. Он еще станет им. Революция в настоящий момент невозможна полностью. Это нереально. Скорее у меня на голове загорится шляп.